Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, сегодня будем готовить Наполеон. Но сразу хочу сказать, это не настоящий Наполеон, потому что, коржи не те, будем готовить из простого слоеного теста. И крем у меня сегодня будет один, заварной. Обычно в Наполеоне используется 2 крема. Но, друзья, от этого торт хуже не станет. Обязательно посмотрите рецепт и приготовьте. Это просто, это вкусно. Вот ингредиенты, готовим. Начинаем с приготовления заварного крема. В сотейник вбиваем 2 яйца, добавляем сахар, ванильный экстракт и хорошенько перемешиваем до однородности и растворения сахара. Теперь в 2 захода просеиваем муку. Просеиваем половину, хорошенько перемешиваем до однородности. Затем всыпаем оставшуюся часть и еще раз перемешиваем до однородности. Теперь вливаем сюда молоко, тоже в 2-3 захода. Перемешиваем до однородности и переходим к плите. Включаем конфорку и готовим на среднем огне до тех пор, пока крем не загустеет. Консистенция должна получиться примерно вот такая, как средней густоты сметана. Убираем сотейник с плиты. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, перемешиваем до однородности и накрываем пищевой пленкой в контакт. Это делается для того, чтобы на креме не образовалась корка. Отставляем крем в сторону, ждем, когда он полностью остынет. Теперь займемся коржами. Противень застилаем силиконовым пергаментом. Размороженное слоеное бездрожжевое тесто не раскатываем, а просто выкладываем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем в течение 20-25 минут. Коржи при выпечке увеличатся и должны хорошо зарумяниться сверху. Сегодня у меня на выпекание ушло ровно 25 минут. Извлекаем противень из духовки и даем слойкам немного остыть. Затем перекладываем одну слойку на блюдо и всю поджаристую часть сверху снимаем. Эти обломки нам пригодятся для украшения торта. А остальное тесто разбираем на слои. Чем на большее число слоев вам удастся разобрать, тем вкуснее получится торт. Возвращаемся к крему. Он полностью остыл. Убираем пленку. Смотрите, вот такой консистенции получился крем. Попробуем на вкус. Да, он очень вкусный. Теперь берем блюдо, на котором будем собирать торт. В центр выкладываем столовую ложку крема. На нее выкладываем 1 слой теста и обкладываем вот таким образом листами бумаги. Я использую листы формата А4, разрезанные напополам. Теперь этот слой тщательно смазываем кремом. На крем выкладываем следующий слой. Его опять-таки смазываем кремом. И так складываем, пока у нас не кончится тесто. Оставшимся кремом тщательно смазываем боковины и верх. Это делается просто при помощи обыкновенной ложки. Теперь румяные слои, которые мы сняли, ломаем рукой и украшаем наш торт. Посыпаем этой крошкой сверху и при помощи лопатки украшаем с боков. Затем убираем листочки. Как видите, листочки вместе с мусором убрали, а у нас получился тортик на чистом блюде. Теперь его накрываем и даем постоять ровно 2 часа при комнатной температуре на кухонном столе. Прошло 2 часа, теперь убираем торт в холодильник на всю ночь. Да, ребята, придется набраться терпения. Ну а на утро, да прям на завтрак, можно доставать этот торт. Ну и, конечно, кушать и радоваться жизни. Давайте разрежем торт и посмотрим, что же у нас получилось внутри. Ну все очень даже симпатично. Выглядит красиво, но нам же важна не только красота, но и вкус. Давайте отломим кусочек и попробуем. Очень мягкий, очень нежный. Нежнейший, вкуснейший тортик, не очень сладкий, прям прекрасный. Обязательно приготовьте и попробуйте. Это, конечно, не такой классический вариант, но ничуть не хуже. А готовится гораздо проще и быстрее. Так что, друзья, готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых
вкусных рецептов. Пока! Бур.